Привет всем, это Кирилл. В этом видео мы с вами поговорим про глагол «забывать». В частности, будем сравнивать два глагола leave и forget, когда они используются в значении «забыть что-то». Пользуясь случаем, хочу напомнить, что у меня есть Instagram Kirill's_English и Telegram с тем же хендлом Kirill's_English. На своих заляпанных грязными пальцами экранах вы можете видеть предложение I forgot my wallet on the train. Я вас попрошу ответить на вопрос. Как вы считаете, это предложение правильное или с ним что-то не так? Если что-то не так, что именно? Вы можете поставить на паузу, подумать, ответить, записать и продолжить смотреть это видео. Окей. Очень часто мы говорим, я забыл что-то где-то, я забыл, я не принес. Например, ученица может спросить, Где домашка, Иванов? Правильно? И в такой ситуации можем сказать, собака съела, или можно сказать просто, без придумывания всяких excuse. Я забыл ее дома. И первое, что нам приходит на ум, это калька с русского языка, это дословный перевод, потому что мы учим эти глаголы forget, forgot, forgotten, или у кого-то просто forget, forgot, forgot, в зависимости от того, я думаю, в России forget, forgot, forgot, в Америке третья форма forgotten, как get, got, gotten, forget, forgot, forgotten. Anyways, вы хотите сказать первый ваш посыл, так сказать, I forgot it at home, и как бы все нормально, замечательно. Вас поймут, в тюрьму точно не посадят, даже на 15 суток не арестуют. Верно будет сказать I left it at home. I'm so sorry. Why? Very simple. Когда вы хотите сказать я что-то забыл, вы говорите просто I forgot it. Но как только вам нужно добавить место where you forgot it, you don't say I forgot it at home, on the train, blah-blah-blah, etc. Используем в таких ситуациях глагол left. Where's your homework? I left it at home. Where are your car keys? I left them at home. Где ключи от автомобиля? Дом забыл. Соответственно, первое предложение, которое я вас попросил посмотреть на него и сказать, что с ним не так. I forgot my phone on the train или on the bus, в зависимости от того, какой вы public transit используете. I forgot my phone. Мы меняем I left my phone on the train. Говорю, oh shoot, I forgot my phone. Все, точка. Не говорим вместо. I forgot my phone. Или вы также можете сказать, oh shoot, I left my phone. Тоже можно, без ничего. I left my phone. Здесь они используются interchangeably, так же, как и первый, так же, как и второй. But I left my phone on the bus. I think I left my phone on the bus. Кажется, походу, я оставил свой телефон в автобусе. Но это вовсе не значит, что глагол leave используется всегда в прошедшей форме. У нас больше, наверное, контекста и чаще всего, вернее, мы используем глагол в прошедшем времени, но, тем не менее, вы можете использовать глагол leave в значении forget в настоящем времени. Давайте посмотрим, какие примеры могут быть. И также повторяю, что я примеры беру с языкового корпуса. Меня кто-то спросил, Кирилл, а что это такое? Это называется языковой корпус, и я думаю, что если бы вы не поленились и залезли в Google. О май гад! Есть Google, и в него можно вбивать в поисковик любые запросы. Mind blown. Anyways, on a serious note, языковой корпус — это собрание разных текстов, которые были оцифрованы. Помните, что в педагогике и лингвистике текст — это не только то, что вы видите, это то, что вы говорите, то, что поется. Это тоже может быть оцифровано и в графическом виде туда загружено. Поэтому языковой корпус вам дает выборку. Вы, главное, должны научиться, как им пользоваться. И вы можете посмотреть примеры предложений. То есть не надо ничего придумать, не надо брать с потолка. Как нормальные, живые люди используют английский язык и какие сочетания являются естественными, natural, а какие просто не существуют. А знали ли вы, что самое частое существительное после глагола leave в прошедшей форме — это существительное бумажник? Как сказать бумажник? Правильно. Бумажник. Wallet. Как я об этом узнал? Об этом я узнал, сделав поисковой запрос в языковом корпусе. Я использую Corpus of American Contemporary English. Их уйма
множество. Просто есть корпусы по фильмам, есть корпусы по фильмам в 50-е годы, в 40-е годы, в 30-е годы. Как говорится, умеете пользоваться, найдется абсолютно все. Абсолютно все. He was running errands until he realized he left his wallet. Напоминаю, что выражение run errands – это бегать по делам. В банк вам надо, на почту, быстро в магазин забежать, рецепт какой-то получить и так далее. То есть человек бегал по делам, а потом понял, что забыл свой бумажник. Видимо, там нужно было платить, например, на почте или в химчистке и так далее. He left his wallet full of cash at his place. В этом примере у нас человек забыл у себя дома бумажник с кэшем. Напоминаю, что at my place, at his place. Так вы говорите привычное нашему уху слово «дома», «у меня». «Приходи ко мне домой». Come to my place. Вы можете использовать my house в этом контексте, но my place тоже имеет место. Обратите на это внимание. I guess I might have left my wallet at the station. Человек говорит, что, скорее всего, он оставил свой, забыл, вернее. Видите, да, как я говорю слово leave, left, у меня автоматически вот это вот оставил. Оставил, забыл, там оно перемежается. Оставил, забыл свой бумажник на какой-то станции. А здесь, смотрите, здесь на самом деле сочетаемое, несочетаемое. Must have всегда передает очень большую долю уверенности, вероятности в том, что что-то произошло. I guess, как вы знаете, это синоним suppose. И у него вероятность такая же, как у may или might. То есть они как бы вместе не должны использоваться. Но нормальный люд, народ, в реальном английском используют это вместе, и я советую вам это делать. Вообще советую вам повторять за всеми, потому что вы учите чужой язык, и не заниматься ерундой, и вот не говорить, что вот этот вот язык классический, эротический, это все фигня. Вы, если хотите научиться чему-либо, в частности языку, повторяйте за всеми. А уж потом, когда научитесь более или менее там что-то соображать в нем, уже можете зерна от плевел сортировать. На сегодня это все. Желаю всем отличных выходных. Не забывайте ничего в автобусе. Окей? Alright. I'll see you in the next one. Пока. Ну и бонусом, если вы пропустили субтитры, смотрите, предложение I left a voicemail or she left a voicemail. Здесь нужно быть осторожным. Контекст в любом случае он всегда есть, он будет здесь, я его вам не даю, понимаете, мне ради видео нужно что-то записать. I left a voicemail. Здесь вы не забыли свой voicemail. Во-первых, его забыть нельзя, это никакая не вещь, это физический, не физический non-physical object, так называется. У leave, как вы понимаете, много значений, и в этом видео я рассматривал только синонимичное значение с глаголом забывать, другие значения я не рассматривал. Я специально делаю этот дисклеймер, потому что в комментариях просто меня замучают вопросами. А вот есть еще. Охотно верю. Теперь точно пока. Хороших выходных.